Чем отличается форма каре? Классика, полубоб и боб-каре отличаются высотой объема на затылке. В зависимости от того, как выделяется пробор и как простригаются блоки выполнения градуировки, зависит конечный результат формы. Я Людмила Переверзева, тренер школы Диметриус по женской стрижке. И сегодня вы увидите самую короткую форму с самым объемным затылком – боб-каре. В работе я использую масло сухое фирмы Коралл. Оно позволяет волосы сделать максимально гладкими и облегчает укладку. Распределяю его равномерно по длине волос, не нанося на прикорневую часть. Первое, что необходимо сделать, чтобы был выше объем, это выделить первый блок выше затылочного бугра. Вот так я выделила первый блок. Теперь я задаю ребро. Ребро задается в плоскость. Посмотрела, правильный ли объем, оценила, насколько он гармонично ложится. Мне нравится, как ложится объем. Продолжаю дальше. Далее задаю краевую линию. Краевая линия будет аркой. Когда я задала краевую, приступаю к градуировке. После градуировки по краевой получилась неровная линия, и сейчас я ее буду корректировать. Обратите внимание на то, какой здесь вихор. Видите, он полностью поднят наверх. Моя задача его сейчас убрать и затем в сухом виде вывести красивую линию. Сейчас сушу и дорабатываю краевую. Также еще обратите внимание, особенность роста волос, когда волоски подтарчивают. Все это я корректирую шлифовкой. Уже после стрижки первого блока видно, что объем поднялся выше. Сейчас я выделяю второй блок, а второй блок шириной будет 4 сантиметра. При стрижке второго блока я задаю сразу и длину, и градуировку. Для плавности и текстуры прорабатываю пойнтингом. Я завершила дорабатывать второй блок. Сейчас приступаю к выделению висков. Виски выделяю на удлинение. Я зачесываю весь височный блок за ухо, волосы счесываю вниз в нулевой оттяжке и пальцами задаю удлинение, убирая излишки. Второй висок стригу аналогично, после чего приступаю к градуировке и сушке. Всю теменную зону вычесываю
и по градуировке второго блока стригу одним срезом. Далее весь теменной блок сушу. Сейчас теменную зону дорабатываю пойнтингом. Сейчас дорабатываю краевую стоя. Стоя необходимо дорабатывать для того, чтобы видеть четкость линии, так как когда клиент сидит, есть вероятность ошибиться, и когда голова будет немного наклонена в сторону, то сделать кривую линию. То есть когда потом встает клиент, видно, что какая-то из сторон снова нуждается в доработке. Поэтому сразу дорабатывать стоя. Перед фотосессией делаю укладку на лак. Форма готова. Обратите внимание, где расположен объем. Какая пышная, красивая макушка получилась. Это одна из самых текстурных форм в каре. Данное окрашивание выполнено в школе Demetrius под руководством тренера по колористике Дарьи Цветковой. Я уверена, что видео вам очень понравилось. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, оставляйте свои комментарии. Будьте с нами, будьте с Demetrius.